Друзья, всем доброе утро. Время 9:30 утра. Вышел уже на водоем. Погода сегодня поменяла. Голубое небо и с утра минус 12 градусов. Приморозило. Трещит лед. Следы норки, где вчера чистил окуня. А самое интересное, рядом с избой прошла рысь. Я сейчас сходил вот туда вот к ручью. Но следы не медвежьи. Я издалека сначала подумал, может быть медведь. Но когтей нету. Это рысь. Это, скорее всего, ребята, рысь. Кошачьи следы. Одиночный след получается вот с эту ладонь. Без пальцев. Где-то такой. Вот она 2 раза наступила. Я вчера долго не мог уснуть. И где-то 11:30 ночи я пошел, прогулялся по озеру. По жерлицам прошелся. Ни одной сработки тогда не было. И мог бы спокойно встретиться с этой рысью. Она вот дошла, пошла в одну сторону, почему-то развернулась. Вот она шла. Потом развернулась. Сюда пошла. Вышла на мой след и ушла дальше туда. Вот, то есть она где-то после меня прошлась. Не знаю в какое время. Может быть сразу, может быть... Сложно сказать. Пусто. Размотала где-то. Окунь пожеванный. Тоже вся вымотана. Сработана. Отстрелила флажок. Сработал, и он отсюда вылетел. Вон следы норки тоже. Пробежалась она здесь. Тоже пусто. Тоже окунь чуть-чуть пожеванный. Часть осела, вода умерзает и лед садится, падает на воду туда. 1,5 сантиметра, наверное, здесь перепад такой. Такие вот трещины по всему озеру идут. Это полностью размотано. Собрал все жерлицы, и одна из последних стояла вот так вот. Я думал, ничего нету. А когда стал подходить смотреть, здесь просто нету лески. Все, то есть попала щука, она всю леску вымотала. Скорее всего, может, даже крупная была. Просто где-то, может, дернула посильнее, и все, она у меня здесь оборвалась. Была петля. Вот так вот. Сейчас иду на другую сторону озера, где попала вчера щука на жерлицу. Попробую там порыбачить и поставить жерлицы эти остальные. Ну, видимо, щука хорошая была. У меня ни разу так не обрывала. Даже если на 5 килограмм, на 4 попадали щуки, проблем не было. Есть первый окушок. Сейчас сразу, как раз живец. Сейчас там сразу жерлицу заряжу. Как раз в этом месте попала щука вчера. Ох, сидит уже
Только опустил. Возьму несколько таких окушков, может десяток поймаю. Оставлю норке. Она тут бегала, пускай поест. Подкормим немножко ее. Так. Так. Тут уже покрупнее окунь попал. О, нормальный. Окунь такой грамм 100 примерно, не крупный. Этот нормальный окунь, более-менее. Вся блесна во рту практически. Видно, что окунь есть покрупнее. Сейчас играю и выбираю. А тот пока что-то сообразит. Вот куда вот тут вот. Только опускаешь, уже с лету там подлетает эта мелюзга. Но Ратлин все-таки зацепил одного хорошего. Схватил он долго, я играл. Сидел. О, тоже где-то к лету подбежал. Хороший окунь. Тот еще крупнее попал. Мелочь тут еще. Сменил уже 4-е место. Пробую искать окуня такого покрупнее на балансир. Попробовал в берегу, сам рыбы не видел. Опустил камеру и то есть получается такая прослойка. Может быть это газ, непонятно. И ниже камеру опускаешь, а там уже водоросли. То есть дно.
Здесь, о, поклевка была. И здесь вода совершенно другая. Лунку сверлишь, она желтого цвета какая-то. Вот такой окушок. Попал тоже не крупный. Ежи. А вот та сторона противоположная. Там лунку просверлишь, вода белая, кристальная такая. Прозрачная, а здесь какая-то желтизна. Вот этот уже около дела окушок попал. Большой. Как и обещал, оставил 11 окуней на тропе норки. Завтра утром посмотрим, утащит, не утащит. Но я думаю, придет, заберет их. Я тут много раз бегала. Вот. Подкормим. На улице холодно. Я думаю, градусов около 20. Все, уже иду на избу. Сейчас приду, посмотрю, какая температура. Но точно не 12 градусов, как было с утра. Хорошо морозит. Минус 20 градусов, как я и говорил, что чувствуется, что мороз усиливается. А здесь показывают минус 15 на этом термометре под крышей. Ну, здесь теплее всегда на 5 градусов. О, в избе красота, тепло. Не знаю, сколько по температуре, но вообще тепло. Подогреваю уху вчерашнюю. Сейчас пообедаю. Все, она уже почти закипела. Там чайник тоже уже почти закипел. Меда уже полбанки почти слупил. Было вот столько. Тут осталось мне сейчас положить кружку, но еще на раз. Сейчас сижу здесь и увидел такую вещь. Наверное, старый
хозяевами было оставлено. Вот на туда ни разу не обращал внимания. Такая вот пластинка. Нож заостренный. Может для рубанка, может что-то для чего-то, не знаю. Ее так не видно. Она здесь вставлена сюда вот. Даже вот сапоги вешал, и то не увидел. А сейчас вот под определенным углом обратил на нее внимание. К вечеру может быть 25 будет, а под утро может и под 30 будет. Вот такая вот погода. Окунь сегодня в принципе клевал, но очень много мелочи. Первый раз я здесь так сталкиваюсь, что прям вообще мелочь одна клюет. Наверное, штук может быть 10 я поймал сегодня таких более-менее нормальных, достойных окуней. Взял их, остальное все просто обратно отпускал. Оставил 5, да, 5 жерлиц оставил. Здесь оттуда все снял. Вот. Ну, посмотрим. Если они там не вмерзнут совсем, такой мороз. Снега нету, поэтому плохо, конечно. В этом плане лучше бы, конечно, поставушки такие, как под лед туда опускаешь, в воде они не замерзают, ничего. На проволоке, а сверху палочку такой поперечину наложишь, туда утопил и все. Отличный вариант. Но если щука активная, допустим, то неудобно. Тут хоть можно контролировать, ходить. Флажок загорелся, то есть пошел проверять. А так, так. Только в этом минус, а так больше минусов-то никаких нету. Вот такой этой. Сапоги уже нагрелись конкретно. Я вчера чуть свои вот эти маленькие сапожки чуть не спалил. Вернее, спалить-то не спалил, а они уже начали форму менять. Висели там вот. Они уже горячущие такие были, можно было бы их вот так вот вообще просто гармошку скрутить. На ногу их одел, на улицу вышел, и они вроде как под ногу у меня обратно приняли форму. А так, если их оставить, то они съежатся, и, короче, можно их потом не одеть. То же самое с сапогами, с этим надо аккуратно очень. Подколол немного дров. На улице уже 23 градуса. Температура опускается. Изба уже протопилась, наверное, часа 3 назад, но в избе тепло, хорошо. Я сейчас лежал в одной футболке и в трениках тонких. Друзья, всем доброе утро. Время 10 часов утра. Пол-восьмого было минус 26 градусов. Сейчас стало минус 24. Ну и жерлицы надо проверить, конечно, посмотреть. В морозило их, наверное, будет здоров. Ну, если что-то паром вырублю. Лед, в принципе, еще не толстый. Температура, я уходил, было минус 22. Но вот оттуда идут облака с южной стороны. И погода, может быть, сменит на тепло к вечеру. Кстати, тех окуней норка не забрала, которых вчера оставлял. Как лежали, так и лежат.
Сейчас проходил мимо. Ушной окунь. Ай. Хоть чуть-чуть бы покрупнее клевал. Это уж совсем мелюзга. На улице чувствуется, что теплее становится. Поймал всего 5 окуней, больше не поклевки. Стоит сильный грохот по всему озеру. Садится лед, трещит все. Рыба, скорее всего, шугается, бегает, потому что неоднократно я видел на камеру, когда лед трещит и окунь весь просто разбегается. Ух ты! О, нормальный окунь за сегодня. Как я и говорил, на улице потеплело, минус 16 градусов. Друзья, всем доброе утро. Время 9:30 утра. Выдвинулся на озеро. Есть. Перебрался на противоположную сторону озера. Вчера здесь тоже окунь мелкий клевал. Более-менее. Там одного поймал и все больше. Так. Решил все-таки поставить одну жерлицу. Больше ни одного окуня поймать не могу. Видно слева от камеры свал. О, окуни плывут. Смели. Вон два окушка. Третий, кстати, окуни хорошие. Ух ты! Надо сейчас здесь на блесну попробовать половить.
На мель идут. Сюда за мной, вот сюда к берегу. Здесь мелко. Вот этот за мной, вот туда вот к берегу, к тому, это все мель. Там максимально, наверное, сантиметров 40 может быть ямы есть. Ну, такие приямки. Почему-то кверху брюхом лежит. Стал когда камеру опускать и увидел такого червяка извивающегося. Зашел в водоросли, в траву, забился. Интересно, их было два. Один в одну сторону уплыл, а один сюда проплыл. Хорошо, четко видно его было. Но окуни куда-то отошли. Непонятно, где они. Сейчас попробую еще куда-нибудь в ту сторону сместиться, поискать их. Сработала жерлица, только что вот на глазах. Поставил камеру, все вымотал, но не вижу, куда щука ушла. Камерой покрутил в разные стороны. Мелочь, что ли, опять сорвала. Вон она идет. Снова пытается схватить. Небольшая щучка. Не вижу, то ли заглатывает, то ли что она там делает. Совершенно не видно. Есть. Ах, сошла. Хотел ее подсечь. Вся убежала вместе с живцом. Надо было, наверное, дать ей заглотить по-хорошему. Попробую в этой же лунке на такую интересную приманку. Есть у меня маленькая щучка такая, как планер. Небольшие колебания, и она бегает по кругу. Такая интересная. Но я, правда, на нее ничего не ловил. Может быть, щука заинтересуется. Подойдет со стороны где-нибудь. Может, не одна тут. Так, ребята, насчет окуня. Вот этих я когда увидел, они же куда-то уплыли в сторону берега. Я лунок, наверное, 30 сделал до самой Виски, до ручья. Но ни одного окуня я не видел. То есть походил, поискал его, посмотрел. Чисто камеру одну взял и ходил, вот смотрел, выглядывал. Прозрачность очень хорошая, далеко видно. Но ни одного я там не увидел. Куда он уплыл, непонятно. Удалось все-таки поймать одного окуня небольшого. Сейчас перезарядил. Снова жерлицу. Эту же самую. Ух ты. Этот уже не живец. Хороший окунь. Нормальный. Ставлю последнюю жерлицу. Это третья. Глубина небольшая. А вот здесь уже самый свал идет. Все, тут уже кастрюля, практически вся вода замерзла. Немножко осталось. Немножко снежок есть.
Сейчас вот так вот заделаю. Разогреваю уху. Ну, вот такая вот погода. Температура, я уходил, была минус 20 утром. Сейчас пришел минус 19. Чуть-чуть потеплее. Но не минус 8 и не минус 10, как должно быть по прогнозу. Совершенно разная температура. Погода. Сегодня должен был вообще снег быть. Может завтра будет, не знаю, может сместилось все. Посмотрим. Завтра я еду домой. Выжидать уже здесь смысла большого не вижу. Вот. Поймал сегодня 2 окуня. Небольшие, ну как небольшие, такие, ну средние окушки, забрал их. И все. И поймал 3 маленьких, 3 или 4 живца. Вот. 4. Да. И все. Оставил 3 жерлицы. И посмотрим. Может что попадет. Вот даже за сколько я живу, я приехал. Сегодня у нас что, какое число-то даже. Ой. Весь запутался, какой день недели. Чего вообще непонятно. По времени только ориентируюсь. Короче, живу, наверное, уже 4-й день. И вот в первый день только более-менее так окунь поклевал. Вот сейчас вот на морозу ушло и все. Но лед сегодня вообще не трещал. Вчера прям грохот стоял, может быть щука. И, ну, может быть окунь вчера еще и клевал. То, что грохот такой стоял, может гоняла его там по озеру. Там он шугался, бегал и похватывал блесенку. А сегодня совсем плохо. Вот. Но вчера щука, опять жерлицы, сработок не было. Сегодня хоть как-то что-то сработало. Причем я поставил, и минут через 15, через 20 уже поклевка была. Опять была сработана жерлица одна, те 2 пустые. А на этой размотала всю леску. Окунь пожеванный, но что-то ей не понравилось, она выплюнула его. Ну, короче, ничего не попало. Сейчас решил в этой лунке сделать такую искусственную засаду. Наломал вот сухая елка, сосна, береза. Сейчас это сверлю лунки, вморожу их туда, опущу. И как раз такое будет интересное местечко. Потом в следующий раз можно будет приехать, здесь рядышком выставить жерлицу. И окунь любит такие закоряженные места. В теории он должен тут держаться. Можно потом приехать, прикормить эти лунки. И я думаю, здесь окунь будет. Вот. Короче, такая искусственная засада будет. Ну и щука будет, любит такие тоже места закоряженные. Будет как укрытие ей. Так что сейчас сделаем, посмотрим. Место как раз интересное такое. Рыба здесь есть. Ветки, конечно, половина поломалась, но часть какая-то все равно там осталась. Искать, выглядывать окуня. Времени уже практически нет. Время 12 часов дня. Надо уже собираться и ехать домой. В избе я уже все прибрал с утра. Сейчас загружаю все в каракат и в дорогу.
Удалось мне поймать 5 окуней, 3 окуня крупных поймал, хорошие такие окуни, 2 на мормышку, 1 на блесну поймал и 2 поменьше. И самое главное, удалось поймать 3 плотвички, такие средние. Ни разу я здесь не ловил, первый раз. Вот, поставил на GPS-ке точку, поэтому в следующий раз, может быть, приеду с прикормкой. Ладно, все, всем пока, собираюсь и поехал.